Вера не знала о том, что родит тройню. По всем УЗИ у нее было 2 малышей. Как потом оказалось, 3-й прятался за кем-то из них, поэтому его просто не увидели. Когда девушка очнулась от наркоза, нянечка ошарашила ее новостью. Вера, которая все 9 месяцев думала о том, как справиться с 2 детьми, была в ужасе. Она была матерью-одиночкой. Отец сбежал, как только узнал о ее беременности. Помочь ей было некому, да и своего жилья у нее не было. Вера много думала, но приняла решение написать отказную. Как только ей стало легче, она покинула роддом. Девочки, которых она родила на свет, были здоровыми и удачливыми. Первую сразу же удочерила пара врачей, которые работали в роддоме. 2 другие сначала попали в местный дом малютки, но в первый же месяц для каждой из них нашли новых родителей. Малышку, которую удочерили врачи, назвали Эльвирой. Она была удивительно похожа на приемную маму. Такие же золотистые кудряшки и задорная улыбка. Поэтому мало кто мог заподозрить, что она не была ей родной. Эля ни в чем не знала отказа и всегда получала все самое лучшее. Сначала ее устроили в частный детский сад, а также определили на дополнительные занятия. Бассейн, углубленное изучение английского языка и другие уроки – все это было в ее ежедневном расписании. Вторая малышка попала в семью, где мама работала педагогом, а папа – бухгалтером. Ее назвали Ариной в честь няни Александра Пушкина. Она с детства получала хорошее образование и даже могла попасть сразу во 2 класс, минуя 1. Но мама решила, что она должна учиться со сверстниками. 3-й девочке повезло чуть меньше сестер. Таня оказалась в многодетной семье, где воспитывались еще несколько детей. Девочка всегда знала, что родители ей не родные. Они не баловали малышку, а воспитывали всех детей в строгости и честности. Судьбы 3 сестер переплелись удивительным образом. Когда им исполнилось 7 лет, их семьи переехали в один и тот же многоэтажный дом. Многодетные родители получили квартиру от государства, врачи взяли ипотеку, а 3-я семья купила жилье после продажи старого. В первое время ничего особенного не происходило. Все 3 семьи жили в разных подъездах, поэтому не пересекались. Поскольку детскую площадку в новостройке еще не успели установить, девочки не встречались во дворе. Все изменилось 1 сентября. В этот день все 3 сестры пошли в 1 класс в одну и ту же школу. Они явились на линейку в одинаковых школьных платьях. К тому же они попали в 1 класс. Учительница все перепроверила, но увидела, что у девочек разные фамилии. Она поинтересовалась, не сестры ли они. Те хором ответили «нет». В течение недели классной руководительнице казалось, что она банально сходит с ума. Женщина никак не могла привыкнуть и объяснить удивительное сходство школьниц. И тогда она решила обратиться к директору. Вскоре родителей вызвали на беседу. Они не хотели признаваться, но все же рассказали о том, что удочерили малышек-отказников. В школе решили сохранить эту тайну. Девочкам сказали, что они троюродные сестры. Семьи и учителя успокоились, но сами школьницы поняли, что здесь есть какой-то секрет. Таня знала, что ее удочерили, о чем и рассказала 2 другим. Они догадались, что являются родными сестрами, но не стали никому рассказывать об этом. Все 3 дали обещание узнать имя настоящей матери и найти ее, когда вырастут. В это же время их родная по крови мама Вера искала малышек, от которых так опрометчиво отказалась. Уже дома ей стало плохо. Она пришла в себя в больнице. Врачам пришлось провести срочную операцию, после которой девушка больше не могла иметь детей. Теперь она на все смотрела другими глазами. И каждый день вспоминала о своих детях. Лишь после родов Вера узнала, что ей положены льготы, как многодетной матери. На заводе, где работала, она могла получить и отдельное жилье, и помощь. Девушка решила во что бы то ни стало найти своих малышек. Но в роддоме узнала, что их удочерили. Специалисты не собирались разглашать тайну и имена приемных родителей. Вернее, они могли бы сделать исключение, но в обмен на определенное вознаграждение. Денег, которые попросила директор дома малютки, у Веры, конечно же, не было. Уже дома девушка поклялась себе, что все равно найдет своих девочек. Она решила погрузиться в работу, чтобы построить карьеру. Каждый год в день их рождения она откладывала на счет сумму, которую ей удавалось скопить.
Все это время героиня истории терзалась чувством вины и думала о том, как живут ее дочери. Кто их удочерил, заботятся ли о них, не голодают ли они и счастливы ли без нее. С тех пор прошло 18 лет. Как и каждый год, Вера пришла в банк, чтобы внести очередную сумму на счет. Операцию должна была проводить молоденькая девушка. Видно было, что она лишь недавно устроилась на работу, потому что все ее действия координировала более взрослая наставница. На бейджике новой сотрудницы было написано имя – Арина. Вера рассматривала девушку, пока та вносила сумму. Она думала о том, что ее дочери сейчас должны быть в том же возрасте. Женщина и представить не могла, что смотрит на одну из них. Вторая сестра Эльвира пошла по стопам приемных родителей и поступила в медицинское училище. Она решила подождать с институтом. Таня всегда смотрела на сестру с тайной завистью. Она не могла не думать о том, что могла быть на ее месте и расти в обеспеченной и любящей семье. Таня во всем подражала Эле, поэтому тоже решила пойти в училище. К этому моменту Вера накопила нужную сумму. Она сняла деньги и отправилась в дом малютки. Но к этому моменту директор уже сменился. Новая руководительница не стала требовать огромную сумму и дала ей данные о приемных родителях двух девочек. Ведь третью удочерили еще в роддоме. В паспортном столе женщина получила адреса. Когда она шла по первому из них, у нее дрожали руки и ноги. Дверь ей открыла молодая девушка, которая показалась очень знакомой. Это была Татьяна. Вера расплакалась и призналась, что она ее мать. Они проговорили весь вечер и часть ночи. Приемная мать девушки была не против этого. Вера призналась Тане, что у нее есть еще две сестры, но та уже давно об этом догадалась. Следующим утром мать наконец увидела всех трех своих дочерей. Эля и Арина смотрели на нее с интересом, но их сердца оставались холодны. Они не представляли, как она могла оставить родных детей в роддоме, несмотря на отсутствие денег. Девушки с детства ни в чем не нуждались, поэтому им было тяжело представить весь трагизм ситуации. А вот Таня, выросшая в многодетной семье, быстро нашла общий язык с родной мамой. Вскоре она единственная переехала к ней. Со временем Эльвира и Арина простили Веру, но при этом не могли общаться с ней так же тесно, как сестра. Женщина отказалась рассказывать им про отца, после чего они почти полностью перестали с ней видеться. А Таня не стала поддерживать связь с приемной матерью, за что сестры ее не раз корили. У судьбы оказался злой юмор. Через год Вера умерла. Ее квартира была съемной, поэтому Тане пришлось съехать. Она отправилась в другой город, где устроилась на завод и начала жить в общежитии. Вскоре вся история повторилась. Как и ее мать, девушка очнулась в роддоме и услышала от нянечки те же слова. «У тебя тройня». Она поняла, почему Вера подписала отказ от детей много лет назад, и сделала то же самое. Вот только Таня не догадывалась, что вскоре пожалеет об этом и тоже долгие годы будет искать своих малышей.